и делать так вот. Бжжж. Плевать. Мне пофиг. Где мой мужчина? Хочу. Полистнули в лесу человека, он так, да, вино было неплохим. Вот это вот виляющий хвост, вот это волосатое пушистое чудо, кисляк какой-то, от которого челюсти сводит. Добрый вечер, дорогие друзья. Я вас рад приветствовать на своем канале. Добро пожаловать. Ну что, давайте знакомиться с нашей сегодняшней новой картой, с нашим новым персонажем. Та-дам! Туз кубков. А это вовсе не персонаж. Это туз кубков. Одна из самых классных, замечательных и приятных карт, как говорят знающие тарологи. Но вот в чем задача. Мы-то с вами привыкли, что обычно на картах изображены, особенно на картах из колоды Гюстава Дере, какие-то конкретные люди, персонажи или сценка, которая происходит, когда люди взаимодействуют между собой. А тут, мало того, что здесь в традиционном значении кубок, из которого выливается вода, а это вообще похоже на какую-то рюмку. Как же вытаскивать из этой карты ответы на наши вопросы? А вопросы, как вы знаете, бывают совершенно разные, совершенно разного толка. Клиенты не выбирают, какие вопросы задавать. Карты Таро, когда выпадают, не выбирают, какую вам указать. И очень часто бывает, что именно покажут ту, в которой вы больше всего плаваете и меньше всего разбираетесь. Я предлагаю вам как бы прогуляться по страничкам книги вместе с нашими героями Гаргантюа, Пантагрюэлем, Панургом, Муратом Жаном и множеством других. Для того, чтобы, как будто бы мы смотрим фильм, погрузиться полнее в события, происходящие, связанные с картой, сделать такой вот большой, обширный разбор и создать образ вокруг этой карты, чтобы у вас был ответ априори готовый на основании того, что вы просто владеете ситуацией. Вы создали некую такую структуру, вы как будто бы познакомились с человеком. И вы знаете, как он может себя повести даже в тех событиях и ситуациях, которые, например, не описаны в книгах. Но вы как бы составили такой психологический портрет, если хотите, об этом человеке. Давайте посмотрим на гравюру оригинальную. Почти все, что попало в карту, содержится и на гравюре. Буквально слева-справа небольшие поля. Мы видим здесь фужер, бокал, кубок. Он похоже, что пустой. На нем сидят небольшие, маленькие, крохотные ангелочки. Нечто похожее на нимб, что ли, находится над этим бокалом. Может быть, там и есть жидкость, но ввиду того, что гравюра маленькая и черно-белая, мы этого не видим. Кстати, давайте посмотрим несколько страничек из книги. Вот так выглядит в оригинале эта гравюра. И чтобы вы понимали, она находится в конце главы и отнюдь не является какой-то заглавной большой гравюрой на весь формат листа. Нет, она в конце текста, знаете, такие промежуточные, маленькие, небольшие. Вот это как раз она и есть. Можно еще посмотреть также на вот такую вот гравюру. Девушка. Голова ее увита листьями винограда, так же, как и плодами. И в руке она держит тот самый бокальчик, вот такой вот маленький. Вот такая еще гравюра есть. Я ее приближу. И посмотрите, здесь видно всех наших друзей, которые с аналогичными бокалами ведут друг с другом беседу. Они о чем-то рассуждают, размышляют, весело проводят время, как может показаться на первый взгляд. И на прошлой лекции мы с вами говорили о высшей жрице, о том, что они, помните, спускались в подземелье, 78 вот таких вот винтовых маршей, они опустились под землю для того, чтобы докопаться до самой сути. Там было очень много символики вина, винограда, соблазнов того, что может затуманить мозг, но друзья наши находились над ним, над этим всем соблазном. И вот когда они уже прошли ворота самораскрывающиеся храма,
некого подземного. Их фонарь оставил как проводник, и они, оказывается, лицом сталкиваются с оракулом бутылки, который зовут Бакбук. Меж тем, как мы восторгались волшебным храмом и достопамятную лампою, перед нами, окруженная своею свитою, с веселым и смеющимся лицом, предстала почтенная жрица Бакбук, и, удостоверившись, что все у нас в вышеописанном надлежащем порядке, без всяких разговоров провела нас в среднюю часть храма, где под упомянутую лампою бил прекрасный диковинный фонтан из такого драгоценного материала и такой тонкой работы, что ничего более редкостного и волшебного и во сне не снилось Дедалу. Далее мы пропускаем описание самого фонтана, которое занимает несколько страниц. Там очень тесная связь с астрологией, там присутствуют все планеты, известные людям, жившим параллельно с Франсуа Рабле, то есть его современником. И переходим к главному. Вода в этом фонтане текла и выливалась из 3 труб или же каналов, сделанных из настоящих жемчужин и утвержденных на 3 вышеописанных равносторонних краеугольных камнях. И каналы эти образовывали двойную улиткообразную спираль. Осмотрев их, мы перевели глаза на другое. Но тут Бакбук велела нам прислушаться к плеску воды. И мы услыхали звук на редкость приятный, правда слегка глуховатый и прерывистый, доносившийся как бы издалека, откуда-то из-под земли. Но он доставлял нам большое удовольствие, чем если б этот звук был внятный и неприглушенный. Одним словом, наш дух через окна наших глаз, впитывая в себя красоту вышеописанных предметов, в равной степени услаждал себя тем, что через уши вливал в себя эту гармонию. Наконец, Бакбук обратилась к нам. Она велела принести кубки, чаши, золотые, серебряные, хрустальные, фарфоровые бокалы и любезно предложила нам испить влаги, струившейся из фонтана. Мы же с великой радостью согласились. Я должен прямо вам сказать, что мы не из породы воробьев, которые начинают есть только после того, как их хлопают по хвосту, или телят, которые также принимаются за еду и питье только после того, как их взлупят. Кто нас вежливо попросит выпить, тем мы никогда не отказываем. Засим Бакбук спросила, как нам это понравилось. Мы же ответили ей, что это отличная холодная ключевая вода, более прозрачная и серебристая, чем вода Аргиронда в Этолии, Пенея в Фессалии, Аксия в Македонии и Кидна в Киликии. «Ах!» — воскликнула Бакбук. «Вот что значит не следить за собой и не постигать тех движений, которые производят мускулы языка, когда жидкость стекает вниз, но не в легкие, через дыхательное горло, как полагал славный Платон, Плутарх, Макробий и другие, а через пищевод в желудок. Неужели, чужестранцы, глотки у вас оштукатурены, вымощены и вылужены, как некогда у Пифила, иначе называемого Тефтом, и вы не смогли распробовать и угадать, каков на вкус божественный этот напиток? «Принесите мои скрипки!» «Вы знаете, какие!» — молвила она, обратясь к своим прислужникам. «Им необходимо поскрести, поскоблить и почистить небо». Засим были принесены прекрасные, большие, веселившие взор окорока, прекрасные, доброкачественнейшие соленья, мозговая колбаса, икра, доброкачественнейшие, прекрасные сосиски из дичи и всякие прочие глоткоочистители. В соответствии с распоряжением Бакбук мы ели до тех пор,
пока не почувствовали, что желудки наши изрядно прочищены, и что довольно-таки мучительно дает знать о себе жажда. Тогда Бакбук сказала: некогда один ученый и доблестный иудейский вождь, ведя по пустыне свой народ, изнывавший от голода, вызвал с небес манну, и воображение голодных людей придало ей точно такой же вкус, какой прежде имела для них мясная пища. Вот и вы теперь, попробовав этого чудесного напитка, найдете в нем вкус того вина, которое вы себе вообразите. Итак, напрягите воображение и пейте. Мы так и сделали. В то же мгновенье Панурк воскликнул: «Ей-богу, это боннское вино! Пусть меня сцапают 106 чертей, но такого вкусного вина я еще никогда не пил». «Честное фонарное слово, это вино графское, забористое, игристое», — сказал брат Жан. «Бога ради, голубушка, откройте мне способ его приготовления». «А по-моему, это мирвозское», — объявил Пантагрюэль. «Прежде чем пить, я представил себе именно его». «Пейте еще, и еще, и еще», — молвила Бакбук, «и каждый раз, воображая что-нибудь новое, вы найдете, что напиток обладает именно тем вкусом, какой вы себе придумали. Вперед не говорите, что для Бога есть что-нибудь невозможное». «А мы не говорим», — возразил я, — «мы стоим на том, что Бог всемогущ». Хочу обратить сразу ваше внимание на несколько пунктов. Я их старался выделить интонационно, но давайте сейчас мы на них заострим внимание. Когда из этого чудесного фонтана они только собирались пить, и он ласкал их взор, автор пишет: наш дух, то есть что-то внутреннее, что-то невидимое, если хотите, дух — это эмоции, это чувства, это наше переживание, то, что спрятано в нас, и мы не можем ощутить это и потрогать на уровне наших физических тел. Так вот, наш дух через окна наших глаз, а вот глаза — это как раз что-то вполне физическое. Это, как я часто говорю, пентакливое. То, как мы взаимодействуем с нашим миром, как мы его воспринимаем через наши 5 органов чувств. И вот наш дух через окна наших глаз, впитывая в себя красоту вышеописанных предметов, в равной степени услаждал себя. Мы с вами еще не разбирали аркан умеренность, но вполне возможно, вы с ним знакомы самостоятельно. Так вот, там девушка, стоящая одной ногой в воде, другой ногой на суше, которая переливает из одного кубка воду в другую, у которой на груди изображен треугольник, вписанный в квадрат. Вся эта символика говорит о том, что на небе вверху, то и на земле внизу. И треугольник наверху небесный стремится вниз, треугольник земной стремится наверх. Взаимопроникновение двух этих треугольников называется Маген-Давид, звезда Давида, не тетраграмматон, это другое, гексаграмма. И это все говорит о том, что мы, как духовные создания, заключенные в наши физические тела, можем услаждать наш дух посредством наших физических тел. Земное соединяется с небесным в какой-то определенной точке, если хотите, в каком-то определенном месте. Они взаимодействуют, они друг друга взаимодополняют. Наш дух мы можем услаждать с помощью нашего тела, а наше тело мы можем воспитывать, формировать, а если надо, иногда и усмирять с помощью нашего духа. Следующий момент, на котором я останавливался, Бакбук говорит о том, чтобы принесли кубки, чаши, золотые, серебряные, хрустальные, и идет целое перечисление. Она не акцентирует внимание на каком-то одном особенном кубке. Она акцентирует внимание, дальше мы это понимаем, на самой воде, на жидкости. Соответственно, кубок — это лишь вместилище.
Он сам по себе как таковой ценности не имеет. Но дело в том, что вода как стихия. Вы пробовали в ладони воду набрать? Сколько можно донести и как долго можно эту воду нести? Не зря есть такая пословица, как вода, утекающая сквозь пальцы. Эта вода уходит моментально и быстро. Она как наши эмоции. Для них надо что-то, какую-то емкость. Наше тело, если хотите, оно может быть той самой емкостью для тех духовных порывов, которые в нашем теле и заключены. Мы как сосуды, мы как чаши, которые можно наполнить. Мы как принимающая сторона, мы как высшая жрица, помните, с колоннами раскрытыми сверху? Принимаем в себя это, храним в себе это и можем переполниться, отдавая все это наружу. Так вот, кубок — это лишь вместилище. Еще момент — это, что им, когда они пробовали вкус воды, каждый из них представлял тот напиток, который им наиболее всего импонировал, любимый, и он точно оказывался им, мало того, еще и лучшим из них, самым вкусным вином, которое они когда-либо пробовали. Почему вино? Почему не морс, не узвар, не сок какой-то? Почему вино? Опять-таки, вернемся мы на предыдущую лекцию к высшей жрице, потому что вино является усилителем эмоций. Когда вам хорошо, когда вам весело, когда вам радостно, выпив небольшое количество вина, у вас эта эмоция усиливается. На праздниках, на свадьбе, на день рождения умеренное количество алкоголя, оно еще больше усиливает эмоции. Эти эмоции как будто бы объединяются со всеми людьми вокруг, и вы начинаете испытывать одну большую глобальную эмоцию, как наши друзья сейчас, когда они все рядом пили из этого волшебного фонтана. И в противовес грустное событие, похорона, где алкоголь также усиливает грустную эмоцию у человека. Ему и так на душе было не особо, хреново. Выпив, вообще слезы в 2 ручья потекли. Вот потому вино. Потому что это усилитель эмоций. У меня есть личный пример 2 людей, которые, когда употребляли алкоголь, совершенно по-разному их организмы на это реагировали. Мой папа и мой дядя. Папа, когда выпивает алкоголь, до такого состояния, хмельного, можно сказать, он становится добрейшей души человек. У него просто на лице, он может этого не замечает, а может и замечает, само по себе вот его лицо такое, скажем, серьезное. И в какой-то момент у него такая легкая улыбка, такая легкая ухмылка, и глаза такие веселые. И он начинает шутить, начинает дурачиться. Алкоголь начинает усиливать в нем его нутро, усиливает ту эмоцию, которая в нем присутствует по умолчанию просто, как черта характера. И в противовес мой дядя, уже покойный, который, выпивая алкоголь, становился дебоширом. Его тянуло на какие-то подвиги, на великие свершения. Он мог в глаз кому-то задвинуть. Ему дай только повод с кем-то сцепиться, зацепиться, он майку на себе порвет и в фонтан нырнет. Вот такой он был. Вот это... И вы тоже, кстати, знаете, я уверен, примеры либо личного характера, либо известные вам относительно того, как алкоголь влияет на человека, и как раз он раскрывает те эмоции. А это пословица, вспомните, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Откуда это? Неспособность сдержать эмоции внутри себя, как будто бы вот это вместилище, мы как сосуды, наполняемые эмоциями, наполняемые водой, не способны теперь вместить эти эмоции, и мы начинаем фонтанировать все это наружу, мы начинаем расплескивать это влево, вправо на окружающих людей, заливая всех вокруг либо, неважно чем, тем, что внутри нас находится. Потому вино, потому необходимо им угадать, и потому вообразить им, и для каждого это был свой напиток. Какой они задумали, такой напиток и получался. Давайте посмотрим теперь глубже на эту карту, что она у нас может говорить в разных наших 4 сферах жизни, 4 стихиях. Во-первых, чаша, как сама по себе.
Это архетипичный символ женственности, священного лона, из которого струится поток вечной жизни и вечной любви. Смотрите, в одном предложении два значения и две функции, которые присутствовали у нас в прошлый раз в высшей жрице. Это способность принимать, принимать, принимать и потом отдавать. Это архетипичный символ женственности. Вспомните императрицу. Получает женщина мужское семя для того, чтобы родить ребенка и вернуть его обратно в мир. Дерево, растущее глубоко под землю, проросло своими корнями, оно оттуда вбирает питательные вещества. Крона раскидистая, широкая, которая получает ультрафиолет из космоса, она потом дает шикарные, красивые, сочные, ароматные плоды, висящие на ее дереве. Идет процесс обоюдный, поглощения и отдачи. Чаша и форма, кстати, вот здесь может быть не совсем классическая форма того самого женского лона и принимающей чаши. А вот этот очень даже бокальчик напоминает символически ту самую чашу, то самое женское начало, которое принимает в себя для того, чтобы, наполнившись до краев, это отдавать потом наружу, отдавать обратно. Это очень важный принцип. Я хотел бы, чтобы вы его запомнили. То, чем мы наполнены, и пример, который я приводил вам со своим папой и дядей, то, чем мы наполнены, мы это и будем отдавать наружу. Туз чаш несет радость и комфорт либо душе, либо телу, либо и душе, и телу, что очень часто бывает. Особенно в разрезе прочитанного в книге, что касается этой карты. Помните? С помощью глаз наш дух возрадовался от созерцания этого фонтана. Приятно и душе, и телу, потому что это неразрывно связанные у нас на Земле, в нашем земном воплощении, тела. Тревожные мысли, печаль, ожесточенность, сомнения и страхи тают в этом луче и испаряются, уступая место совершенно другим состояниям. Если и было что-то негативное до этого, если и были, вспоминаем нашего Панурга, который прибыл на этот оракул бутылки к этому оракулу бутылки для того, чтобы развеять свои сомнения относительно того, жениться ему или нет, и хотя он еще не получил свой ответ, у нас следующая карта будет об этом говорить, но эта радость уже начинает вытеснять все остальное. Эта карта имеет иньскую энергию. И, продолжая тему с высшей жрицей, не рекомендует активно вмешиваться в ход событий. Помните, высшая жрица, которая занимает вот такую вот выжидающую позицию и вовремя подбирает проплывающий мимо апельсин. Как и прочие тузы, в классике особенно, божественная рука, держащая кубок, это шанс. Это шанс, который дается тебе рукой свыше. А что значит, если это шанс? Что это означает? Коль есть эта рука с кубком, то шансом можно либо воспользоваться, либо нет. Но потенциально тебе сейчас протянули эту руку с этим кубком, и от тебя зависит, какое вино ты представишь, от тебя зависит, что ты вообразишь себе, как ты распробуешь эту воду на вкус, какой она для тебя окажется. Саморазвитие может показывать резко усилившуюся интуицию, богатое воображение, возросшую доброту и способность переживать. Все то, что говорит об эмоциях, все то, что говорит о наших чувствах, о наших переживаниях, это может быть усилено в разы. Это как будто бы в нас рождается, зарождается, развивается, мощно фонтанирует. И стоит ли говорить также о том, что в целом сама по себе стихия вода, какой бы прозрачной она ни была, очень такое необычное состояние воды. Она нестабильна, она текучая, как я уже говорил, вы не можете набрать ее в руки, она проливается, просыпается сквозь ваши пальцы. Вы можете в этой воде плавать,
вы можете в нее нырять, погружаться, вы можете эту воду пить вовнутрь. Это поразительное свойство, что оно как бы есть, но его и как бы нет. Вы этим всем можете пользоваться, но так, чтобы взять, положить себе в карман и уйти с ним, не получается. Так и эмоция. Она есть, но взять ее, сохранить, зафиксировать, как я говорю, положить в карман и потом доставать в нужный момент, не получается. Оно все на кончиках пальцев как бы находится. Вот эти ощущения, эти эмоции, эти чувства. Так вот, в саморазвитии это способность их вызывать, способность, пользуясь интуицией, вспомним опять высшую жрицу, развивать в себе вот это вот ощущение, это чувство, способность переживать, это эмпатия. Насколько туз мечей, помните, мы разбирали ангел, трезв, настолько туз чаш опьяняет. И если здесь нам это кажется водой, то вот тут прямой намек на вино. А эмоции, они такие опьяняют. Весна, когда эти гормоны бушуют в нашем теле, в нашем организме, чувство влюбленности, эйфории, крылья сзади вырастают, как у этих маленьких ангелочков, сидящих на бокале. Вам хочется порхать, лететь, вам хочется эту воду, как фонтан, извергать наружу, поливая всех вокруг этой вашей живительной влагой, заражая всех окружающих вокруг этой радостью, этим счастьем. В саморазвитии эта карта предвещает какие-то значимые приобретения и открытие духовного плана. То есть на ментальном уровне что-то, что нельзя объяснить мечами, воздухом, логикой, оно приходит, оно пробуждается в вас, оно присутствует. Потому интуиция, потому эмпатия, потому способность самопереживать другим людям. Туз чаш символизирует посвящение, откровение, нисхождение зова. И это также очень хорошо у нас созвучно с предыдущей картой высшая жрица, которая также, как сама получала знания, так потом их и отдавала. Как ее посвящали в какие-то тайны и мистерии, так и она потом посвящала кого-то. Карьера. Сфера жезлов. По ступенечкам, чтобы подняться повыше. Конечно, многое зависит по этой карте от конкретики вопроса. Но в высшей степени, то есть в идеале, в абсолюте, это возможность следовать своему призванию и делать то, что нравится. То, что вызывает у вас такие бурные эмоции. То, что заставляет вас фонтанировать наружу и выплескивать все это. Ведь такое чувство, вы знаете, что можно получить легко, занимаясь чем-то конкретным физическим, какой-то работой, но той, которая вам нравится. Вот это как раз и заставляет тогда эту радость изливать наружу в виде произведения, которое человек написал, картины, может быть, сочинил музыку, или что-то абсолютно банальное. Человек на станке, токарь, вытачивает деталь, но увлеченный своей работой, он сделает ее превосходно. При этом будет наслаждаться как процессом, так и результатом. В определенных профессиях может означать период творческого подъема, так называемый приход музы, которую нужно ждать. И вот когда она пришла, человек способен за ночь создать шедевр, на который он не решался, откладывал, оттягивал многие года. Муза его посещает, и она начинает выливаться во что-то материальное в его профессии. Может написать прекрасное произведение музыкальный человек также за очень короткие сроки. Причиной тому не профессионализм, не способность твоя работать в тех условиях, когда тебе не хочется работать. Нет, это как раз именно то, что эмоции, что-то невидимое вылилось в бокал. Это вода, и вы теперь можете ее дать попробовать каждому. Вы как бы смогли собрать в какую-то емкость вот эту красоту и поделиться с окружающими. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из сокровища сердца своего выносит злое. Ибо от избытка сердца говорят уста его. Это цитата из Библии, и она применима в общем и целом к тузу чаш, и она очень применима к карьере, к творчеству, к тому, чем человек занимается.
Можно сказать и здесь еще иную цитату, которую говорил Иисус: «По плодам их узнаете их». Или не может гнилое дерево приносить добрые плоды. И наоборот, если плоды висят хорошие, то вы понимаете, что и внутри дерева это хорошее. От избытка сердца говорят уста. Папа мой, который, приняв, улыбается просто априори, ты понимаешь, что он внутри таков, каким бы он ни был строгим на первый взгляд. Вот теперь нутро его раскрылось, вот мы и увидели, какой ты на самом деле человек. Алкоголь усилил эту эмоцию, и ты теперь не в состоянии ее удержать. Она теперь рвется наружу. У творческих людей также. Она символизирует чувство, переполняющее сердце. В любом случае, это карта продуктивности, роста, рассвета, успеха, признания. Туз кубков – это шанс, который тебе протягивает рука Абсолюта, и, воспользовавшись которым, ты получаешь вот эту всеобъемлющую радость. Ты получаешь то, что ты себе представил. Бакбук говорила: пейте и представляйте себе. Каждый раз новое. Это не будет постоянно анжуйское вино. Это будет каждый раз новый какой-то сорт, тот, который вы себе представите. Все вот здесь. И вот здесь. Человек, когда делится своей эмоцией, он ее отдал, а у него не убыло. Нонсенс, поразительно. Пентакли из кармана достал и отдал, у тебя пусто. А эмоцию отдал, радостью поделился, излил ее на всех людей вокруг, а у тебя не убыло. У тебя она есть, а то и прибавилось еще даже, потому что люди начинают тебе отдавать в ответ то же самое. Финансы. В сфере пентаклей. Глядя на эту карту, хоть здесь не нарисованы деньги напрямую, но мы понимаем, мы как существа эмоциональные, духовные личности, получив что-то материальное, что-то в виде пентаклей, испытываем с вами эмоцию. И если вот такая вот эмоция выпадает, естественно, что это может говорить о большом успехе. Это может говорить о достатке, о прибыли, об изобилии, о богатстве. Туз чаш покажет наполненность нашей жизни в этой сфере до краев. Потом эта вода начинает выливаться наружу, не в силах вы это сдержать. В плане финансов так все хорошо и замечательно, что вы начинаете бить этой живительной влагой на всех окружающих. Но это не количество денег, а наши эмоции от их обладания. Давайте возьмем два примера с вами. Взрослого дядьку, большого, важного, с дипломатом, с усами, и маленького пацаненка, ребенка. Обладание детской машинкой может вызывать у него столько восторга, эмоций и радости, но по факту эта машинка копеечная, она ничего не стоит. Она его так веселит, она его так радует, потому что она металлическая, потому что там дверки открываются и кузов поднимается. В него можно что-то насыпать и делать так вот. Бжжж. И рядом садится наш бизнесмен с такой грустной рожей в свой 7-й BMW. И что? Туз даст нам ощутить вкус того напитка, который мы сами себе вообразим. От машинки зависело то, что так пацаненок тот радовался? Нет. От того, что у него внутри. Именно это сделало его день, неделю, может быть, даже и месяц. Та машинка стоит сущие копейки по сравнению с BMW 7 модели. Но она почему-то не вызывает у этого дядьки такой радости, как у этого пацана. Поэтому не столько в количестве денег, сколько в нашей реакции. Это и хорошо, и плохо. Это правильно. Это объективно. Только от вас зависит, какую эмоцию вы испытаете на то или иное количество денег. Ну и, конечно, в общем и целом это хороший знак для коммерции. Спору нет. Карта, выпадающая в раскладе, если соседние карты этому не противоречат, может предвещать успех. Зависит все от конкретного вопроса. Стоит мне подписывать договор с данной компанией или нет? Что мне принесет сотрудничество с этим партнером?
выпавшая такая карта, коль мы и говорим о бизнесе, и вроде как бы здесь денег нет, но они фоном могут идти, эти деньги. Там, за этим кубком прячутся, потому что человек, потом получив их, начинает дико радоваться. А что в нашей жизни счастье? Деньги или все-таки вот это счастье? Как вы считаете? Ну, понятное дело, что вот это и есть счастье, а оно может зависеть от разных факторов. Я потому и привел пример с мужчиной, с бизнесменом, который сел в роскошный автомобиль, а он у него радости не вызывает, он несчастлив. Отношения. Это принимающая сторона сексуальности, причем у обеих полов, как у мужчины и так и у женщины. Это в противовес, кстати, тузу жезлов, огонь, отдающая сторона, мужская, семя, которое отдает, а это принимающая. Пусть вас не смущает, что это применимо и для девушек, и для парней. Это состояние эмоциональное, принимать эмоции, которые вам дают. Эмоциональная энергия, начало большого чувства может обозначать, или новой стадии любви в уже устоявшихся отношениях. Или что-то новое, чего не было, то есть встретились парень и девушка, и у нее что-то загорелась красная лампочка, и у него бум, и понимаем, что эта пара сошлась, они подходят друг к другу, и между ними начинает бить фонтан, как я уже говорил, чувство эмпатии. Она проникает и смотрит на себя его глазами, он проникает в нее и смотрит на себя ее глазами. Между ними образуется как бы такой цельный организм, кокон, который их вдвоем держит, кубок вот этот, который они теперь наполняют эмоциями. Вот это может показать. Аналогичное может происходить и в тех отношениях, которые существуют давно, но что-то в жизни этой пары происходит, которое выводит их на этот уровень бьющегося водой живительной влагой фонтана. Сердце такого человека обнажено. Человек не скрывает ни страсти, ни привязанности. Не можешь ты удержать внутри себя эти эмоции, они бьют наружу. Ты, как бы ты ни хотел, ты видишь человека, идущего напротив тебя, который дорог тебе. Ты сдерживаешь свои губы, а они просто расплываются в улыбке. Ты не хотел бы вилять этим хвостом, как собака, а ты виляешь им. Прут из тебя эти эмоции, счастье, радость. И ты, в общем-то, и не очень-то и огорчаешься этому. Ты говоришь, плевать, мне пофиг. Я не могу удержать внутри себя это чувство счастья, оно рвется наружу, и плевать, что я выгляжу дураком. И мне плевать на мнение окружающих, что они подумают обо мне, скажут. Мне все равно, кто меня осудит. Я счастлив, и я не могу это держать внутри себя. Это начинает переть наружу. Люди, которые никогда не влюблялись и считают, что для них это невозможно, когда на них падает этот сверху кубок воды, они прозревают и офигевают. Они также теперь не в силах держать это все внутри себя. И такого человека видно сразу в толпе. Он светится, у него вот этот вот нимб над головой светящийся. Его издалека видно в толпе, в серой массе. Он идет и светится. Человеку очень многое нужно в этих отношениях, и он готов очень многое отдавать. То есть он, с одной стороны, требовательный, но с другой стороны, он все это отдает. Давайте логически поговорим об эмоциях. Почему туз чаш может указывать на беременность? Потому что туз чаш символически показывает объединение двух любящих сердец. Поскольку мы находимся в физических телах, то логичным потом продолжением такого объединения является появление на свет нечто нового. Получает в себя девушка мужское семя и отдает наружу. Это от большой любви. Потому туз кубков и означает беременность.
в реверсе, в перевернутом значении, стоит ли говорить, что эмоция остается эмоцией? Стоит ли говорить, что эмоций теперь может быть так много, что они выливаются наружу очень неконтролируемо, очень много? Ты как будто бы взял этот бокал и вот так вот выплеснул сразу, в долю секунды, так человека окатил с ног до головы этой водой. Вместо того, чтобы поить его, чтобы давать ему наслаждение этим божественным напитком, ты плеснул ему в лицо этой водой. В традиционной карте, вот эта рука с кубком, которую человек отвергает, он отказывается, он упускает этот шанс. Вспомните 4 кубков, где человек, сидящий под деревом, он и не замечает ту божественную руку, которая находится сбоку него, и протягивает ему вот этот кубок. Это эмоция, которая может пройти мимо тебя. Внутри, снаружи и внутри. Помните, как очень часто я говорю, что какое-то событие, действие, которое происходит, это может быть внешнее что-то происходящее и наше внутреннее. Так вот, когда мы говорим о тузе кубков, снаружи и внутри, вот, например, время пришло, то есть обстоятельства так сложились, что эта рука появилась, а человек не готов. То есть непринятие этого туза кубков. И второй сценарий, второй вариант. Еще не время, а человек уже готов, а мне подавай кубок. Это завышенные ожидания тогда могут быть. Или какая-то поспешность. Это в реверсе, вот снаружи и внутри все складывается так, что пожалуйста, спасибо, не надо. И наоборот, где мой мужчина? Хочу. А еще не готово ничего. Не время. Туз в реверсе говорит, ты не любишь. Тебе просто нравится быть любимым. Да, получать. А назад? Нет, а назад я не отдам. Все только мне и мне. Это будет в реверсе. Сторона только принимает. Любите меня, носите меня, кружите меня. А я нет. Эгоизм. И, конечно, в целом и общем такая эмоциональная какая-то ярко окрашенная ситуация, которая вышла из-под контроля. Как я говорил, плеснули из этого бокала в лицо. Замечательное, вкусное было игристое вино, но вместо того, чтобы употребить его разумно, дозированно и наслаждаться каждым глотком, плеснули в лицо человеку, он так, да, вино было неплохим, жаль, что так мало попало в рот. Давайте теперь посмотрим еще такие буквально короткие, меткие слова и фразы, которые могут у нас относиться к данной карте, когда она выпадает в раскладе. Если мы говорим о карьере, то это в таком общем глобальном смысле следование призванию. Представьте, что человек всю жизнь занимался чем-то не своим. Он был инженером, главным инженером на заводе. И тут в какой-то момент божественная невидимая рука протягивает ему кубок в виде заманчивого предложения наконец-то заняться тем, чем он хотел заниматься с детства – рисовать. Да, как-то так все сложилось, так все обернулось вокруг него, выстроилось, что этот кубок теперь ему предлагает рука свыше, и он ее берет. Он начинает следовать своему призванию. Чем раньше, кстати, человек начнет это делать, лучше это с детства, тем больших успехов он может достичь на данном поприще, тем более счастливым он будет. Коль мы заговорили о работе, я хотел бы привести вам пример одного исследования. Знаменитые британские ученые попытались разобрать список профессий, от которых человек испытывает больше всего счастья, и список профессий, которые доставляют больше всего депрессии и раздражения. Так вот, во вторую очередь попали все, которые очень высокооплачиваемые, но связанные с напряжением. Это адвокаты, это хирурги, это учителя, это дипломаты, юристы, ряд подобных профессий, где люди работают на пределе, на нерве постоянно.
И вторая категория – люди, которые обычно работают с животными, работают с природой, с садовниками, фермеры. Люди ощущают себя априори счастливыми. Но одно огромное большое но в виде исключения и в одной, и во второй категории. Если человек занимается тем, что ему нравится, плевать на любые внешние какие-то воздействия, на любую нервотрепку, на какие бы то ни было ограничения. Когда человек занимается тем, что он хочет делать, он счастлив. Творческие профессии. В общем и целом может означать творческие профессии. Ну и, конечно, что человек испытывает удовольствие от того, чем он занимается. Вдохновение может показывать. И даже если это касается какого-то, может быть, исследования рынка, какие-то графики, какие-то шкалы, человек это любит. Пришло вдохновение. Сел и за ночь составил годовой отчет. Эмпатия. То, что очень помогает нам в работе с другими людьми, с клиентами. И даже если мы не контактируем с ними напрямую, например, в сфере продаж, то эмпатия помогает создать продукт, который люди в будущем, взяв в руки, понимают, они думали обо мне. Когда создавали эту вещь, как говорится, вещь, созданная для людей, людьми для людей, она удобно лежит в руке, она функциональна, продумана. Я так показываю, как будто бы у меня в руке мобильный телефон. Почему? Потому что я представляю Стива Джобса, который выпустил модель телефона прорывную. Эмпатично люди сидели в Купертино и думали о других людях. Не о том, сколько денег они срубят. Это потом фоном произошло. Они миру предложили то, что мир хотел, в чем он нуждался. Прочувствовали эмоциями на эмпатическом уровне, что людям нужно, и создали такой продукт. Вот эмпатия очень важна в карьере, очень важна в сфере бизнеса. И просто может означать начало чего-то нового, чего-то замечательного. Туз, рука нам божественная, предлагает что-то, мы его берем. Гармоничные отношения, если мы говорим о сфере воды, два человека, это гармоничные отношения. Отношения, когда эмоции выливаются наружу, каждый друг друга поет этими эмоциями. Они купаются совместно в этом фонтане. Любовь пришла. Как в знаменитой песне поется, щелк, весна, бьет в голову, человек понимает, что на него выливается этот кубок, вода эта не заканчивается, она начинает его наполнять, переполнять, и он начинает выливать это все наружу. Открытость отсюда, вот такая вот распахнутость миру всему, как собака, которая виляет хвостом. Чем мы так любим домашних животных? Они любят нас, потому что безоговорочно, безусловно и не скрывают это. Вот этот вот виляющий хвост, вот это волосатое пушистое чудо, которое встречает нас каждый вечер. Представьте такого человека, вашего партнера. Эмпатия в этих взаимоотношениях также замечательное свойство и качество, способность посмотреть на себя глазами твоего партнера. Если мы говорим о пентаклях, то это изобилие. Много всего. Столько, что я начинаю наполняться и переполняться до краев. Достаток. Чуть-чуть другое. Машинку, помните пацаненка? Не BMW 7 модели, а его металлическую машинку с дверцами, которая открывается. Это ли недостаток? Ну, в смысле достаток? Да, ему этого достаточно настолько, что его прет от этого. Ему не надо настоящая машина. Она его и не обрадует. Довольство, отсюда же вытекающее. Со стороны может и не так быть много у человека денег, но он доволен тем, что он есть. Это созвучно будет с десяткой пентаклей. Когда у человека столько денег, что он доволен этим положением своим. И отсюда внутри себя ощущает именно вот так. Просто банально подарок может означать:
на физическом уровне человеку вечером он пришел с работы, а его ждет красивый накрытый ужин. Нет никакого повода. Ни годовщина, ни день рождения, ни 8 марта, ничего. А стол накрыт, свечи, запотевший напиток стоит какой-то вкусный, игристый, который усилит еще больше эмоций. Вот такой просто подарок. Почему? Просто так. Если мы говорим о сфере воздуха, наше саморазвитие, Грааль. Помните, та самая чаша Грааля, которую так хотели раздобыть, получить, потому что она открывает тебе, расширяет твое сознание, которое можно увязать с эмоциями. Это становятся взаимосвязанные вещи. Быть открытым самому, то есть ты как принимающая сторона, и отдавать. Ты получаешь знания, ты получаешь их, превращая внутри в какие-то эмоции, и ты их отдаешь наружу. Может быть, даже усилив, добавив чего-то своего, окрасив это в новом каком-то свете. Еще дополнительно от себя усилив эту эмоцию. И любовь. Где, казалось бы, воздух, а где кубки. Любовь невозможно объяснить логикой, невозможно ее описать. Ее можно только почувствовать. Но осознавание головой этого чувства есть. Ты понимаешь, что это пришло. Любовь долготерпит, милосердствует. Любовь не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а радуется истине. Все покрывает, всему верит, на все надеется, все стойко претерпевает. Любовь никогда не проходит. Мы с вами подобны этим бокалам. Мы являемся лишь сосудом, наши тела являются лишь чашей, которую мы можем наполнить. И только от нас с вами, я специально делаю паузу, осмыслите это, не от окружающего мира, только от нас с вами зависит, какой вкус будет у того, чем мы наполним наши сосуды. Какое мы себе представим вино, кисляк какой-то, от которого челюсти сводит, пить невозможно, или замечательное асти, игристое, в меру сладкое, с легкой кислинкой, такое освежающее, такое прохладное, такое веселящее наш дух и раскрывающее наш разум. А только от нас с вами это зависит. Мы те самые сосуды и бокалы, которые Бакбук сказала, принесите их множество. Золотые, хрустальные, серебряные, у кого-то может быть глиняная чашка, у кого-то может быть кружка с отбитой ручкой. Только от того, что там внутри будет налито, зависит от того, кто ты. Давайте наполнять наши бокалы любовью. Давайте наполнять их до краев, чтобы они начинали выливаться наружу, заливая вокруг всех и вся этим чувством, этими эмоциями, этими переживаниями. Спасибо большое за то, что продолжаете меня смотреть, за то, что пишете комментарии. Мне это очень приятно. Их мало. Я знаю, что их будет больше. Я ценю каждое слово, которое вы пишете, каждый лайк, который вы ставите. Спасибо за то, что делитесь моими видео с другими. Желаю вам удачи, желаю вам именно вот такой наполненности и отдавать. До свидания.